Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 32 лет. Дата исследования – 30 марта 2021 года. Область исследования – головной мозг. Контрастное усиление не проводилось. Срединные структуры головного мозга не смещены. Третий, четвертый желудочки мозга не расширены. Боковые желудочки симметричны, не расширены. Индекс Эванса 0,25. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла не изменена. Гипофиз однородной структуры, в размерах не увеличен. Хиазмальная область без особенностей. Масто-мозжечковые углы свободны. Сильвиевы щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, не расширены. Участков измененного МР сигнала в веществе головного мозга не выявлено. Ствол мозга без особенностей. Мозжечок симметричной, однородной структуры. Церебро-спинальный переход без особенностей. Придаточные пазухи носа в зоне сканирования. Адель. Правой гайморовой пазухе на фоне минимального отека слизистой оболочки выявлена киста по нижней стенке размером 14 на 10 на 13 мм, XT2-33-38 в левой гайморовой пазухе, по верхней стенке киста размером 13 на 12 на 11 мм, XT2-32-35 также на фоне минимального отека слизистой оболочки. Минимальный до 1-2 мм отек слизистой оболочки правой лобной пазухи, XT2-18-23. Носовая перегородка S-образно искривлена. Заключение. МР данных за патологию головного мозга не получено. МР признаки кист обеих гайморовых пазух, минимальный полисинусит, искривление носовой перегородки. Рекомендована консультация лор-врача. 2 апреля 2021 года доцент кафедры К. М.Н. Котов М.А. Комментарий врача-рентгенолога. На мой взгляд, с головным мозгом нормально все, опухолей, последствий травмы нет. Аномалий развития также не видно. Есть небольшие кисты в гайморовых пазухах и минимальное искривление носовой перегородки. С этим имеет смысл обратиться к лор-врачу.